Гиперацидность, когда кислотность повышенная. Частая причина гиперацидности – это хеликобактер. Хеликобактер – это бактерия, которая прикрепляется к слизистой желудка и вырабатывает фермент уреазу. И от этого растет аммиак в этой зоне, где прикрепился хеликобактер, и повышается pH. Повышается в результате гормон гастрин, гормон, который отвечает за чувство насыщения. Повышается соляная кислота на голодный желудок, то есть не во время еды. Повышается фермент пепсин, и он активируется под воздействием этой кислоты, и пепсин начинает растворять стенки желудка. И вот, казалось бы, какая-то бактерия, да, хеликобактер, она приводит к язве желудка в итоге. Часто о хеликобактере люди узнают от того, что у них неустраняемая анемия, то есть все время падает железо. Сейчас очень пугают хеликобактером, но он был всегда, и более того, у нестерильных детей, так называемых, то есть дети, которые не всегда моют руки, скажем так, да, живут обычной жизнью, он защищает, были исследования, что защищает от аллергий, от астмы бронхиальной, от язвенного колита, как ни странно, аутоиммунных заболеваний желудка. То есть хеликобактер должен быть, просто он должен быть в пределах нормы. Хеликобактер часто снижает голод у человека, то есть падает голод у него на этом фоне. Если ребенок мало ест и у него низкое железо, надо сразу посмотреть антитела в калий на хеликобактер. Есть продукты, которые также помогают, скажем так, развитию хеликобактера. И по терапии хеликобактера, во-первых, нужны ферменты, которые будут расщеплять биопленку бактерий. Дело в том, что эти бактерии, хеликобактер и инфекции коковые, они имеют, так же как и кандида, очень плотные биопленки, защищающие их. И часто человек пьет даже антибиотики, и эти антибиотики, как от брони, отскакивают от биопленки. Вот в этом случае нужны ферменты, которые будут расщеплять эту биопленку. Также еще в аюрведе очень широко используется мастиковая смола. Это дерево, которое растет в Греции, в Средиземноморье. Смола мастикового дерева. Ее сейчас легко купить на том же iHerb в капсулах. Она очень хорошо разрушает все эти коки на фоне того, что ферменты порезали эту оболочку, и хеликобактер разрушает. Плюс монолаурин. Монолаурин – это из кокосового масла взята экстракция, скажем так, вещества, которые тоже против них всех очень эффективны. Важно разжевывать имбирь перед едой с добавлением лимонного сока. Это препятствует прикреплению хеликобактера к стенкам желудка. Календулу не любят, боятся. Мед мануки, сок свежего лука, свежевыжатый сок из брокколи, сок алоэ до еды за 15 минут. Вот все этой терапии можно избежать антибиотикотерапию и, используя все эти препараты природные, полностью взять под контроль хеликобактер и золотистый стафилококк, стрептококковую инфекцию. Также используется в аюрведе пажитник, или его еще называют шамбала. Но надо иметь в виду, у кого есть эстроген-доминирование, у женщин, если повышенные эстрогены, то шамбала поможет. А вот если эстрогены, шамбала повышает эстрогены, а вот если эстрогены понижены, то шамбала может даже снизить репродуктивную функцию, еще больше их понизить. Поэтому надо вот это вот учитывать, много таких нюансов. Да? Корень солодки. Корень солодки очень важный препарат растительный, который помогает при любых гастритах. И также его не любит очень хеликобактер, потому что этот отвар, корень солодки, существенно снижает прилипание хеликобактера к стенкам желудка. И плюс еще повышает выработку слизи. Как раз таки корень солодки снижает эстрогены, то есть корень солодки можно пить тем, у кого есть эстроген-доминирование. Снижает эстрогены, помогает, можно даже есть такие жевательные постилки с лакрицей. Лакрица – это и та же самая корень солодки. Постилки, которые можно жевать до еды. И они помогают убрать изжогу без специальных средств, потому что если принимать антрацидные средства, они понижают кислотность и в итоге приводят к гипоацидности. То есть можно из гиперацидности, из повышенной кислотности перейти в пониженную кислотность и прийти к тем проблемам, которые мы выше разбирали. Поэтому лучше всего бороться с кислотностью с помощью солодки. И вот жевательные постилки разжевывать до еды минут за 15 или когда возникает изжога. Это безопасно, и она не понижает, солодка не приводит к стойкому понижению кислотности желудка. Обязательно важен глютамин, особенно для веганов. Это аминокислота, которую из растительной пищи сложно получить. Не получается, даже так скажем. Но она очень важна для заживления слизистой желудка.
Если есть уже гастрит или тот же там хеликобактер, например, да, или стафилококк, которые повредили стенки желудка, то получить глютамин и глюкозамин их можно получить только в виде костного бульона. Если человек не ест животную пищу, тогда надо обратить внимание на препараты с глютамином, глюкозамином, которые как раз-таки позволят быстро заживить стенки. Но вот в результате употребления костного бульона можно за 2 суток на 50-60% заживить слизистую желудка. То есть там скорость невероятная именно за счет глютамина и глюкозамина. Для детей это вообще просто палочка-выручалочка, когда дети болеют, и давать им костный бульон, это, конечно, восстанавливает очень быстро. Либо тогда, да, из препаратов глютамин и глюкозамин. Обязательно прием идет сахаромицетов. Сахаромицеты Буларди постепенно увеличивать дозировку. И, кстати, если есть кандида, можно этим же курсом идти, потому что тоже у кандиды те же самые биопленки, ей тоже нужны ферменты, чтобы разрушать. И также кандида, как и стафилококк, как и хеликобактер, боится и монолаурина, и мастиковой смолы. Поэтому эту программу можно использовать и при кандиде, когда она буйствует сильно. Обязательно нужны сахаромицеты, которые подавляют рост патогенной флоры. Обязательно нужны пробиотики, потому что когда есть пробиотики в хорошей концентрации, они усложняют закрепление хеликобактера. Опять-таки. И можно благодаря пробиотикам избежать уже повторного рецидива и повторного разрастания популяции вот этой бактериальной микрофлоры. Обязательно нужен витамин А, витамин Е, причем в виде с дополнениями с токотриенолами, с токоферолами, с каротиноидами. Наверняка вы слышали такие новости, да, что витамин А, допустим, для курильщиков он вреден. Вреден синтетический витамин А. Это не значит, что нельзя тем, кто курит, есть морковь. Вреден как раз синтетический витамин А, который без каротиноидов принимается, и тогда печень не может его усвоить правильно. Поэтому, когда вы покупаете или вообще кто-то принимает у вас из близких витамины А, витамин Е, надо смотреть, чтобы обязательно были дополнительные витамина Е. Были различные токотриенолы и токоферолы, а витамин А был не просто витамин А обязательно с различными каротиноидами. Омега-3 обязательно вводится. И масло ги и кокосовое масло. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему, да, за счет как раз вот веществ, которые восстанавливают слизистую, масло ги особенно. Куркума очень важна при этих всех инфекциях и также при воспалении высоком, потому что куркума, она мощно, быстро снимает воспаление, помогает, кстати, при рефлюксе, когда заброс желчи идет в желудок, и ее хорошо принимать вместе с артишоком. Но у куркумы есть одно противопоказание, то есть она всегда хороша, замечательно работает как противовоспалительный агент, снижает холестерин, отлично. Но у нее есть одно противопоказание: куркуму нельзя принимать при камнях в желчном, потому что она может дать излишнюю стимуляцию желчного. Если камни больше 1 сантиметра, даже 0,7, так, то есть это не просто взвесь, то куркуму принимать нельзя. Обратите на это внимание и учтите обязательно насчет куркумы. Заживляем еще мы с помощью цинка-карнозина. Цинк-карнозин. И вообще цинк очень важен. Если есть возможность посмотреть анализ крови, и вы посмотрите в биохимии, увидите низкий цинк, это часто говорит, кстати, о том, что есть проблемы с кишечником. Значит, надо принимать не просто цинк, а принимать цинк-карнозин.